Так, тут уже налита смола прозрачная. Сейчас буду создавать рисунок. Сейчас я использую газовую горелку, чтобы убрать пузырьки воздуха. Но она у меня почему-то плохо работает. Поэтому воспользуюсь строительным феном. В центр насыпаю блестки и размешиваю это в смоле, чтобы они дали осадок на дно. Часов через 8, когда смола уже подзастыла, я заливаю второй слой, тоненький. Это смола, колерованная в черный цвет. И распределяю по всей поверхности. Теперь сбрызгиваю корректором по смоле и оставляю высыхать. После того, как второй слой отвердел, я беру высохшие листья, предварительно покрасив их акриловой краской, и с помощью УФ-смолы буду их немножечко прихватывать, так бы, чтобы они приклеились к смоле и не всплыли, когда я буду заливать уже их эпоксидной смолой. Просвечиваю ультрафиолетовым фонариком. С помощью него ультрафиолетовая смола застывает и листики приклеиваются. Листья и цветы приклеены. Теперь я буду заливать их прозрачной эпоксидной смолой с добавлением блесток. Сбрызнула корректором, накрываю крышечкой и оставляю высыхать. Прошло 24 часа, теперь можно посмотреть результат. Достаю из молда. Достается он легко. В
общем, результат мне понравился. Классное сочетание цветов. От блесток очень хорошо переливается. А острые края я зашлифую. Я обработала вот здесь вот острые края шлиф-шкуркой разной зернистости. И затем с обеих сторон покрыла термосмолой. То есть это защита от высоких температур, от царапин. Вот так переливается все это.